Пустыня Сахара. Это словно сценка из фильма «Безумный Макс», полная дикой природы, пекущего солнца и одиночества. Она вызывает образы безжизненных дюн, палящего зноя и опасных условий, где нет места для людей. Однако забудьте все представления о ней. 5000 лет назад Сахара была совершенно иной. Это место представляло собой зеленый рай, полный живописных ландшафтов, зеленеющих лугов, кристально чистых озер и извивающихся рек, по которым текла вода, отражающая яркое солнце. Здесь обитала призрачная цивилизация, которая исчезла без следа, оставив только загадки и вопросы. История этого удивительного региона начинается в 1930-х годах, когда венгерский исследователь провел в Сахаре свою экспедицию. В его путь легла пещера, расположенная в изолированном уголке пустыни. Войдя внутрь, он наткнулся на нечто странное – древние наскальные рисунки. На них были изображены люди, радостно плавающие в озере, окруженном жирафами, гиппопотамами и крокодилами. На момент открытия все сочли это просто символическим изображением, не имея возможности принять реальность существования озера в этом безводном, казалось бы, крае. Как можно было представить себе водоем в Сахаре, в этом сухом и беспощадном климате? Однако время шло, и спустя примерно 70 лет группа археологов сделала открытие, которое изменило представление о Сахаре. В одной из каменных укрытий в Ливии они наткнулись на 15 мумифицированных тел, окруженных обычными предметами – корзинами, керамическими горшками и другими повседневными вещами. На вид это могло показаться просто предысторией для большинства людей, но для археологов это было равносильно обнаружению ключевого элемента, объясняющего, кто же все-таки жил в этой части света. Эти мумии не были просто случайными находками. Они принадлежали людям, которые когда-то обитали в этой области. И вот клише о мумиях вновь воскресло в этом исследовании. Дело в том, что эти находки значительно отличались от всех других мумифицированных тел, найденных до этого. Они представляли собой одни из самых старых естественным образом мумифицированных людей, когда-либо откопанных, датированных более чем 7000 лет назад. Это открытие поставило под сомнение не только то, что мы знали о древней истории Сахары, но и всю концепцию о том, как развивались ранние цивилизации. 2 из этих мумий сохранили читаемую ДНК, благодаря редкому и уникальному процессу мумификации, который произошел в их случае. Это было практически чудом, с учетом жестоких условий Сахары, которые часто сводят на нет все биологические следы жизни, превратив все в подобие вяленого мяса. Ученые подходили к вопросу о происхождении этих мумий с осторожностью, пытаясь понять, откуда же они пришли. Митохондриальная ДНК, которую им удалось восстановить, изначально не дала никаких полезных подсказок. Эта проблема длилась достаточно долго, однако благодаря научному прогрессу они в конечном итоге смогли провести полный анализ генома. Результаты оказались удивительными и поразительными, открыв перед учеными множество тайн. Эти люди принадлежали к человеческой линии, которая была совершенно неизвестна и жила в изоляции от остального человечества на протяжении 1000 лет. На протяжении многих десятилетий исследователи предполагают, что место их обитания, Зеленая Сахара, была подобием доисторической автострады, зеленым коридором, который люди и животные использовали для миграции между Подсахаранной Африкой и Средиземным морем. Однако мумии разрушили эту теорию, как огромный гиппопотам, сидящий на песчаном замке, просто сокрушили ее одним своим весом.
Генетические данные этих мумий показали нулевую генетическую смесь с подсахаранами и евразийскими переселенцами, подтверждая, что их ДНК оставалась чистой на протяжении 7000 лет. И что совершенно поразительно, их наиболее близкими генетическими родственниками оказались не соседи, живущие прямо под известной пустыней, а древние собиратели-охотники из Марокко и даже существа, которые жили на территории сегодняшней Чехии, когда тот регион еще не имел статуса страны 50 тысяч лет назад. Но это еще не все. В ДНК этих мумий также были найдены крошечные следы неандертальской ДНК, всего 10% от того объема, который обычно встречается у современных евразийцев. Если вы изучали биологию, вы, вероятно, знаете, что неандертальцы обитали преимущественно в Европе и Азии, и ранние люди смешивались с ними только после миграции из Африки. Но вот странный момент – жители Зеленой Сахары никогда не покидали Африку. Как же они могли получить неандертальские гены? Основная теория предполагает, что их предки смешивались с неандертальцами в Северной Африке 50 тысяч лет назад, прежде чем осесть в Сахаре и полностью прекратить контакты с внешним миром. Археологи также нашли кости домашних животных и инструменты, сделанные из камня и дерева, в этом укрытии, что подтверждает идею о том, что эти люди вели процветающее пастушеское хозяйство. Это открытие заставило ученых долго размышлять, так как в Африке селекция животных в целом не развивалась. Так как же они научились одомашнивать скот и ведению пастушеского хозяйства, если никогда не контактировали ни с кем? Существуют теории, предполагающие, что, вероятно, у них не было ничего похожего на древние уроки на Ютубе, показывающие, как это делать. Возможно, они обменивались знаниями с соседними группами, но, как считают исследователи, лишь на уровне обмена знаниями, никаких генетических помех, никаких поцелуев или слияний слюны. Почти трудно поверить, что они не смешивались ни с кем извне. В конце концов, кто бы не хотел жить в процветающей цивилизации, расположенной посреди зеленого рая, где можно наслаждаться свежим молоком, питательным мясом и даже использовать кровь животных в качестве источника белка, это было бы просто лакомство. Благодаря их стадам им не приходилось каждый раз охотиться на еду, выделяя время для мирной жизни, а обилие водных источников делало существование довольно сладким. Тем не менее, они никогда не женились на чужаках. Почему? Возможно, это было культурное решение – никогда не встречаться с представителями других групп. Или, возможно, сам ландшафт создавал условия изоляции. Это именно те места, на которые ученые ставят свои ставки. Они полагают, что густые леса и реки, которые существовали в Зеленой Сахаре, действовали как знак «не входить», создавая географический барьер, изолирующий животных, растения и целые общины. Эта изоляция как раз и является причиной, по которой гены этих людей были настолько уникальными. Эти товарищи не обменивались сплошной слюной ни с кем другим. Но необходимо отметить, что эта генетическая временная капсула едва ли выжила. На протяжении большей части последнего ледникового периода Сахара была даже более суровой, чем в наше время. Это была настоящая мертвая зона, где люди просто не могли существовать. 70 тысяч лет назад исчезли даже самые выносливые поселенцы, уходя на юг в долину Нила и на побережье Средиземного моря. Почему? Потому что Земля в те времена действовала словно климатический хулиган. Огромные ледники воровали всю влагу, ослабляя муссоны, так что дождевые облака просто не доходили до Северной Африки. Однако потом пришли разрушительные удары. Армады огромных айсбергов затопляли Северную Атлантику, вызывая
опасные затяжные засухи каждый раз, как так-то Кольсиека, не вели на себя игривые встречи с весной. Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом, как же Сахара снова стала зеленой после всех этих климатических бедствий, а затем вновь вернулась к пустыне? Все началось 15 тысяч лет назад. Я тогда не был в этом мире. Когда Земля расставалась с холодным дыханием ледниковой эпохи, ось нашей планеты шаталась. И это создало необычные климатические условия. Из-за этого северное полушарие приблизилось к солнечным лучам, получая дополнительные порции света и тепла. Это вечное лето превратило Северную Африку в громадный магнит для влаги, забирая воду из Атлантики и заставляя ее проливаться на Сахару. Результатом этого неимоверного объема дождей стала зеленая саванна с озерами, которые по размеру могли сравниться с маленькими странами. Но следует отметить, что африканский влажный период пришел не просто как одноразовое чудо. Реальность такова, что этот вечный цикл смены зеленого состояния и пустыни происходил в Сахаре более 230 раз с момента ее образования. Во время одной из этих смен Сахара даже увеличилась в размерах, став больше, чем сегодня. Когда зеленая Сахара вновь проявилась, можно было ожидать ренессанса экосистемы в этом регионе. Это была не просто легкая зеленая пыльца травы. Мы говорим о полном преображении. Этот переход был настолько кардинальным, что даже привел к изменению животного населения. Гепарды внезапно столкнулись с проблемами из-за новых динамик в кормовой базе, тогда как грызуны, такие как многогранная мышь, буквально процветали в этих неожиданно обильных травянистых пространствах. Но не спешите с выводами, что это идеальное место. В этом раю были свои опасности. Сахара смогла стать экосистемным лабиринтом, наполненным реками, полными крокодилов, малярийными комарами и крупными хищниками, поджидающими в высокой траве. Пересечь ее было бы все равно, что участвовать в реальной игре «Альтернативные хиппопотамы», где необходимо быть осторожным с каждым шагом. Вероятно, поэтому больше групп не селилось здесь надолго. Каждые 20 тысяч лет климат Сахары колебался между влажностью и сухостью, создавая не очень уверенное прошлое. Для многих древних людей было гораздо разумнее рассматривать зеленую Сахару как шведский стол. Это означало собирать ресурсы и покидать место до того, как пустыня вернется. Несмотря на это, период зеленой Сахары просуществовал 10 тысяч лет, давая нашим загадочным пастухам много времени для разведения. Но около 5000 лет назад ось Земли снова сместилась, и дожди отошли, а Сахара высохла быстрее, чем лужа в разгар июля. С возвращением пустыни пастухи, которые раньше процветали в зеленой Сахаре, не имели выбора, кроме как собрать свои стада и уйти. Некоторые исследователи предполагают, что они мигрировали к Нилу, прокладывая путь к древнему Египту, так что, возможно, их наследие действительно продолжает жить. Кроме того, их совершенно чистая линия, может, и вымерла, но некоторые слабые генетические следы мумий все еще можно найти у людей, которые живут в Северной Африке сегодня. Однако интровертные мумии были не единственными, кто использовал зеленую Сахару как уютное место для жизни. На самом деле у них были соседи прямо за углом в деревне у озера в Нигере. Эти люди прожили там на протяжении 5000 лет и оставили после себя самое древнее кладбище в Сахаре. Этот уникальный некрополь включал в себя человека, похороненного в панцире черепахи, улыбающегося мужчину с отшлифованными зубами и трогательное семейное объятие, запечатленное во времени. Эти люди были жертвами тех самых вод, которые когда-то дули на их здоровье и благосостояние.
Впоследствии эти люди также исчезли, как это произошло с нашими интровертными друзьями. Все это служит подтверждением того, что эта пустыня оказывается более хитрой, чем можно было бы представить, создавая ландшафт, который отбирает рай одним действием, а возвращает его при другом. В завершение важно отметить, что изучение таких местах, как Сахара, позволяет нам не только заглянуть в прошлое, но и лучше понять, как изменялась жизнь на Земле на протяжении времени. Возможно, это помогает нам осознать важность сохранения экологического равновесия и необходимость поиска устойчивых решений, обеспечивающих гармоничное сосуществование человека и природы. На этом у меня все на сегодня. Так что, если вы удовлетворили свое любопытство, не забудьте поставить видео лайк и поделиться им с друзьями.